Привет, друзья! Роковая красавица, а также любимица публики, блистательная актриса и главная сваха России. Речь идет о своенравной и харизматичной Ларисе Андреевне Гузеевой, биография, личная жизнь которой насыщена событиями. На ее счету около 60 ролей в кинематографе, 12 лет съемок на телевидении в шоу «Давай поженимся», благодаря чему популярность актрисы резко поднялась вверх. Тогда Гузеева еще не знала, сколько фанатов принесет ее роль свахи на Первом канале. Лариса Андреевна зарабатывает столько, что нам и не снилось, благодаря чему она добилась столь ошеломляющего успеха. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Лариса Гузеева и сколько она зарабатывает. Биография Ларисы Гузеевой началась 23 мая 1959 года в населенном пункте Буртинское Оренбургской области. Все детство будущей знаменитости прошло там же, на родине кедровых орехов, строгих нравов и пуховых платков. После окончания 10 класса Лариса в возрасте 17 лет решила уехать в Ленинград, где стала студенткой Государственного института театра, кинематографии и музыки. Поступление, по словам самой Гузеевой, далось ей довольно легко и с первой попытки. Как известно, по словам Ларисы, сокурсники недолюбливали ее, а иногда даже боялись. В студенческие годы она предпочитала проводить время в молодежной тусовке, так и не найдя общего языка с однокурсниками. Она была настоящей худышкой и благодаря этому устроилась подрабатывать манекенщицей и иногда снималась в эпизодах. Она употребляла алкоголь и сквернословила, могла ответить резко и никогда не выбирала выражения. После получения диплома все начинающие актеры получили распределение по театрам страны. Гузеева должна была войти в труппу Оренбургского драматического театра. Но она решила, что театра в ее творческой биографии не будет. Девушке очень нравился кинематограф. Счастливым билетом Гузеевой в мир кино стала картина «Жестокий романс», снятая режиссером Эльдаром Рязановым в 1984. Почему Рязанов выбрал именно Гузееву, так, наверное, и останется тайной. Ведь в девушке хиппи очень трудно было разглядеть нежную и непосредственную главную героиню. Эта роль стала настоящим звездным часом Ларисы Гузеевой и вывела ее во всенародные любимицы. В 1994-м Гузеева стала заслуженной артисткой России. В 2008 году Ларису пригласили на телевидение в качестве ведущей популярной программы «Давай поженимся». Суть программы в том, что участникам нужно найти себе пару из представленных претендентов с помощью ведущей профессиональной свахи Розы Сибитовой и астролога Василисы Володиной. Шоу стало очень популярным, его любят и смотрят миллионы телезрителей. В 2009 году Лариса была награждена премией ТЭФИ и стала одной из 20 лучших ведущих страны. Лариса по-прежнему не лезет в карман за словцом, поэтому ее выражения иногда бывают колкими и нелицеприятными. Но несмотря на это, их разобрали на цитаты и применяют, если нужно сказать правду в лицо. Лариса прожила трудную жизнь, поэтому вправе давать советы, которыми женщины пользуются в реальной ситуации. В личной жизни актрисы было 3 официальных брака. Ее первого мужа звали Илья. Они познакомились на съемках фильма «Соперницы» в 1984 году. Роман был очень бурным, страсти кипели как вулкан, но счастья эти отношения женщине не принесли. Ее любимый злоупотреблял наркотиками. Лариса продолжала его любить, но влечения почти не стало. В этот сложный период женщина начинает отношения с Дмитрием Нагиевым, которые очень скоро закончились. Второй раз Гузеева вышла замуж за редактора картины «Избранник» Каху Таладраву. Они познакомились на съемках этого фильма в 1991 году. Через год у них родился сын Георгий. Пара прожила недолго, слишком разными они оказались людьми. Сын часто видится с отцом, летает к нему в Грузию. Третий раз Гузеева вышла замуж за Игоря Бухарова, который занимает должность президента Федерации рестораторов и ательеров России. Они знакомы еще с юности, но долгие годы были просто друзьями, пока в 1999 году не стали официальными супругами. В 2000 году у пары родилась дочь Ольга. В этом браке актриса по-настоящему счастлива и очень рада, что у нее такая крепкая семья. Лариса Андреевна Гузеева не раз признавалась, что жизнь до последнего замужества у нее была разгульная, а сердце занято то одним, то другим возлюбленным. Давайте теперь разберемся, сколько зарабатывает известная телеведущая Лариса Гузеева. Нетрудно догадаться, что сейчас основной доход Ларисы – это гонорар от работы на Первом канале. В месяц за съемки в телешоу «Давай поженимся» Гузеева получает 1 миллион рублей. Лариса Андреевна ведет свою страничку в Instagram.
На момент выхода этого ролика на страницу Гузеевой подписано около 2 миллионов подписчиков. Как известно, за один пост в Instagram Гузеева берет около 300 тысяч рублей. Постов с рекламой в месяц выходит 15. Значит, и сумма в месяц только благодаря рекламе в Instagram составляет 4,5 миллиона рублей. Лариса, чтобы прорекламировать тот или иной товар, тщательно подходит к выбору рекламы, поэтому и запрос, чтобы она отрекламировала продукт, растет. За несколько секундный ролик или непосредственно рекламу во время программы выходит от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. Супруг Ларисы является бизнесменом, у них совместный ресторанный бизнес. Игорь Олегович – владелец ресторана «Ностальжи», первого столичного заведения, где гостям подавались блюда только в высокой кухне. Популярность «Ностальжи» была создана его атмосферой и энергетикой. Лариса не принимает непосредственного участия, но помогает своему супругу. Супруг Гузеева является и автором книги «Футбол. Традиции, рецепты, стритфуд. Кулинарное путешествие по 11 футбольным столицам России». Бухаров также открыл собственную школу вин. Ларисе Гузеевой уже 61 год. Еще она получает пенсию, которая составляет 25 тысяч рублей. Надбавка к пенсии составляет 30 тысяч рублей, так как она носит звание «Народный артист России». Итого пенсия составляет 55 тысяч рублей. Известно, что Лариса Гузеева владеет большой квартирой в центре Москвы, площадь которой составляет больше 170 квадратных метров. Примерная стоимость такой квартиры – 80 миллионов рублей. Также отдельная квартира куплена родителями для дочери Ольги. Там она проживает со своим молодым человеком. Сама Гузеева вместе с мужем живут в отдельном доме в районе Куркино, в северо-западном районе Москвы. Как можно увидеть на фото, коттедж имеет достаточно нестандартную для России архитектуру. Первый этаж ее дома сложен из камня, второй – деревянный. Площадь этого особняка, построенного на 10 сотках земли, больше 270 квадратных метров. На первом этаже располагается небольшая гостиная, а также кухня, спальня, библиотека, 2 санузла и гордость актрисы – кухня. Лариса Гузеева рассказывает, что очень любит готовить сама, несмотря на то, что ее муж ресторатор. Нынешняя кухня телеведущей по размеру больше первой двухкомнатной квартиры Гузеевой на севере столицы – 55 квадратов. Здесь все предметы функциональны, бытовая техника спрятана в шкафчике. В особняке несколько открытых террас, а на участке находится беседка для барбекю, банька и гараж. Здесь же Лариса выращивает цветы. У Гузеевой есть дом в Болгарии, куда она ездит отдыхать всей семьей и выкладывает свои фото в Instagram. Актриса наконец-то узнала вкус настоящего женского счастья и прилагает все силы, чтобы его сохранить. Хочется пожелать Ларисе всего самого доброго и семейного благополучия. А если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!